Друзья, мы сегодня работали на Чеховке, в дворике, который я очень люблю. В нем можно просто, я не знаю, писать все время, всю жизнь. Мы нашли сирень. Борис Марковкин, который приехал из Санкт-Петербурга, обломал там сирень. Поставили ее в пивную кружку, это наша ваза. И на фоне моря с разных точек, практически расположившись, я не знаю, 7 человек, по-моему, всего нас 8 сегодня студентов. Борис не поместился, и он пошел писать на саму Чеховку. Говорит, я здесь живу, я еще много раз попишу. Любезно предоставив свое место всем девушкам. Было очень душевно, интересно и солнечно. Главное, что я предложил обычную историю превратить в необычную и попробовать писать небольшие, маленькие работы, как ощущения, писать только ощущения, писать какую-то фантазию, цветовую, энергию цвета, пользуя те планы, те ритмы, те тональности, которые мы видим, и цвет, для того, чтобы распустить глаз, для того, чтобы почувствовать цвет и быть необусловленным копированием того, что мы видим, а направить мозги на сочинение на основе того, что мы видим, новой реальности. Я в конце ролика покажу то, что мы делали, а сейчас несколько вопросов. Художник, мой преподаватель говорил, что живопись – это борьба теплого и холодного. Гениально сказал ваш преподаватель, художник. Мне кажется, что это очень хороший был преподаватель. Напишите, потому что когда преподаватель уделяет этому внимание, то происходит настройка глаза на поиск теплохолодности вообще в природе. Это 100% гарантирует успех. Если мы начинаем различать тонкие отношения тепла и холода, тогда даже планы одного тона, но разного цвета, разной теплохолодности будут работать. Если это забывать, то не будут работать. И живопись будет, мертвопись будет. Анна Иванова, скажите, пожалуйста, у вас палитра пластиковая, Midgello, да? Есть такая, я темпер ей пишу. Она только для акрила или для масла тоже подойдет? Чем она лучше простой фанерки? Как ее очищаете? Спасибо. Вы знаете, я не думал об этом, чтобы ее использовать для масла, но вы подали идею. Чем она интересна? Тем, что она с резиновой прокладкой, и там нет доступа воздуха, когда ты ее закрываешь. Поэтому прям интересная идея. Потому что ее нужно будет куда-то ставить. То есть моя палитра вешается на треногу. А это просто, значит, нужно что-то вешать на треногу, какую-то фанерку, да, я не знаю, может быть, из пластика сделать такой столик, который вешается на треногу, а на него уже ставить вот это Midgello. Идея потрясающая, интересная и хорошая, так что прямо, если попробует, напишите, расскажите, просто покажите, как это выглядит и как вам писать. Очищаю. Мастихином очищаю. Поскольку она у меня под темперой, то вообще никаких проблем. Побрызгала водичкой, и она счищается мастихином. А маслом тоже, значит, пописали, закрыли палитру, воздуха нет. Это может день еще и, наверное, 2 и 3 сохраняться. Никуда там масло не испарится. Поэтому чего там ее очищать? Очистил, конечно, эту белую поверхность. Хорошая идея. Спасибо большое. Я думаю, попробую. Хотя меня все устраивает так, как я сейчас пишу. Но мне приходится единственное накрывать это пленкой пищевой. Если каждый день пишу, то не накрываю, ничего страшного, масло не успевает высохнуть. Но идея о том, чтобы герметично вот эту мою деревянную штуку, вот эту раскладушку, да, сделать ее, чтобы я закрыл, она герметичная была, она меня не покидает. Там есть одни нюансы, которые я пока не решил. Женка. У меня учитель по шрифту был импрессионист. И прямо на уроках писал старый город. Или еще что-то. Но я ему в шутку говорю, мазня какая-то. А он говорит, повтори. Как гениально. Ведь не повторишь. Я ему говорю, не смогу. Да. Но хотелось бы. Так вроде мазки какие-то.
еще из почти чистых цветов. А когда по-другому смотришь, то это старый город. Люди идут, есть лужи с отражениями, и вроде уже чуть, уже нереализм. Все эти мазки сливаются в красивое. Ну, прекрасно, когда мы не копируем природу, а делаем вот эту реальность, о которой я говорю, да, то ведь мы можем мыслить-то довольно-таки широко. Ну, смотрим мы, я не знаю, там же много в горе там нюансов, да, или в море. Но мы же закладываем бум, 1 тон, и в горе другой бум, средний тон. Или там в рубашке, ну да, есть цвет. Но вот здесь тоже есть нюансы. Это же тон, который как-то относится к морю, как-то относится к небу. Да, вот это мы все раскладываем. Мы мыслим широко, город пишем, например. Люди мельтешат, все цветное вообще, очень много цвета. Но широта мышления позволяет объединить в 1 тон какие-то пятна. Прищуриться нужно. И тогда мы увидим, что есть несколько пятен. Их, по крайней мере, их и нужно держать. Их нужно выстраивать друг к другу. И в большом пятне, ну вот, например, да, потом в этом узком диапазоне мы какие-то нюансы выкладываем, но не выходя за пределы. Ну, вот такая технология позволяет делать, как ваш учитель по шрифту, значит, писал. У него же в мозгах вот это разделение на пятна. Когда он смотрит на человека, он, грубо говоря, видит просто пиксели. Причем, я не знаю, не 600 dpi, а 4. Ну чего там, вот один пиксель, второй световая, все. А потом нюанс. Само мышление такое позволяет фантазировать. И держа вот эти вот массы, ну, пятна тональные в сознании, мы можем варьировать ими. И зритель будет участником, он будет угадывать то, что не дописал художник, а сделал намек. Намек в живописи очень важен. Мино, добрый день. Вопрос о женщинах. Почему их подавляющее большинство в разных художественных заведениях? Ну да, это правда. А в итоге 85% мастеров всемирно известных, и не только, мужчины. Ну вот кто-то, художник написал коммент, что женщины еще и мамы. Просто не хватает времени. Я абсолютно согласен. Просто женщины по-другому устроены, они воспитывают детей, им не живопись на 2-м месте, на 1-м ребенок. А мужчина, ему куда-нибудь в атаку или на штурм, куда-нибудь. И за мольбертом он ничего не помнит, вообще ничего. Ему лишь бы краски и холст, остального ничего нет, не существует. А женщина все прощает, лишь бы он был доволен. Капля воздуха. Есть вопрос для меня болезненный. Спасибо за ответ заранее. Итак, я фотограф 12 лет. Основное – это люди, свадьбы, фотосессии и, соответственно, все проходит на улице. Фотоаппарат Nikon. В результате обработку всегда тяну в холодные тона. Теплые бывает редко, очень пастельно. В живопись перетянула всю эту холодность. Вся пастельная, серо-голубо-зеленые тона повсеместно в моих картинах. Даже если и ложу теплые оттенки на фоне холодных, они смотрятся тухло, невыразительно, либо выбиваются из картины как аппликация. Опа! От излишней фокусировки ушла. А вот от холодных тонов не могу избавиться. Как? Как избавиться от холодных оттенков? Может, есть метод? Или может писать в очках теплокоричневым стеклом? Не могу найти ответ. А чего так прям вам капли воздуха мешают холодные оттенки-то? Ну и что? Ну вот рубашка. Холодная. А здесь тоже холодная. Ну и пусть она себе живет. Если мы, а вот здесь, например, смотрите, теплее, ну, к рубашке. То есть холод, тепло. Вот эти 4 вот попробуйте сделать. Ну, просто напишите. И ничего не будет вылетать. Но это же достижение, когда холод, тепло работает. Может, я что-то не понимаю?
Я так вот в набросках, например, намеренно ухожу в контраст между холодом и теплом. Модель освещена, ну вот как сейчас. Бам-бам. И ты же можешь вот эту теплоту сделать холодом. И это так красиво, потому что работает на контрасте. Это конфликт тепла и холода. Ну, если это сделать. Это преувеличение, оно так красиво. Мне кажется, не нужно ничего уходить. Природа настолько гармонично нам показывает и тепло, и холод, что сознательно что-то исключать было бы невежливо по отношению к холоду. Мне кажется, что если исключить, ну, например, холод или тепло исключить из любой работы, она будет монохромной, она будет лишена той гаммы, обширной, огромной гаммы цвета, ну а, соответственно, и эмоций, переживаний. Я бы не отказывался. Мой вам совет. Просто не нужно преувеличивать, наверное, если вам так прям это болезненно. Ну, сделайте чуть-чуть поменьше этого холода. Там ползуночек какой-нибудь сдвиньте, пусть его будет меньше. А специально в очках теплокоричневым стеклом, да нет, я думаю, не нужно. Ну а вы что, друзья, думаете? По-моему, это обогащение, когда холод и тепло работают. По мне, так это точно абсолютно. Я вот в фешенских работах, ну, не всегда, далеко не всегда видел эту работу, вот эту некую конфликтность, да, которая создает гармонию между теплом и холодом. И мне как раз очень интересно развивать это. А у Мане я это увидел в его работах, ну, в его пейзажах. И это, конечно, очень сильное впечатление. Это нужно развивать, на мой взгляд. Еще раз напомню, что у меня работает сайт. И, наконец, туда загружены практически все работы, которые в доступе. Посмотрите, можно их листать, и по разным папкам все разбито. Ну и 10% скидка на мои видеоуроки в школе. Все это на одном сайте. И картины посмотреть, и на семинар записаться. Там есть разблюдовка меню семинаров. Ну и, конечно, видеоуроки. Заходите.